Привет, аудиолюбители! Данный ролик ориентирован на любознательных зрителей, желающих разобраться в тонкостях прослушивания музыки. И сегодня я продемонстрирую на примере острой темы MMMC картриджей некоторые интересные особенности звучания, разобравшись в которых вы лучше поймете нашу концепцию прослушивания и настройки аудиосистем абсолютно любого уровня. Итак, перед вами два картриджа MM и MC типа фирмы Audio-Technica. И если для наших зарубежных коллег давно было известно предназначение каждого типа картриджей, то аудиолюбителям постсоветского пространства повезло меньше. Общая концепция этих двух типов картриджей выглядит примерно так. Вы приходите в салон продаж виниловых пластинок, берете с полки понравившуюся пластинку, подходите к стенду прослушивания и на голове через наушники знакомитесь с материалом, пробегаясь по дорожкам. И если вас устроил стиль музыки, вы радостно бежите домой и уже на MC-картридже наслаждаетесь музыкой. Но давайте не будем о грустном, а лучше перейдем к прослушиванию с пояснениями. Послушайте вот этот отрывок. Вас не смущает бочка? Сейчас не будем говорить о тембральной наполненности, рассмотрим лишь саму природу данного удара. Слушайтесь, даже не зная, что это за картридж, можно смело утверждать, что удар не акцентирован и немного размазан по времени. Можно даже сказать, что потерян момент разгона удара и выход в пиковое значение. Кстати, давайте без профессиональных терминов обойдемся. Я буду все описывать простым языком. Еще один вариант описания этого удара – за счет отсутствия резкого пика в ударе, сам удар становится чуть более долгий. Сейчас зациклю два этих удара несколько раз. А вы обратите внимание на последний – удар бочки. Тут явно слышно, что он размазан по времени, а ведь на нем идет акцент, он должен быть резким. Оба этих отрывка – MM-картридж. Теперь послушаем первый отрывок на MC-картридже. Что теперь происходит с бочкой? Мало того, что удар ее намного динамичнее, так еще и правильная скорость произношения. Удар резкий, плотный, быстро достигает пика, а все окончания в звуке бочки являются именно затуханиями после достижения пика, а не просто размазанный по времени удар. Детальнее разобраться в этом поможет второй отрывок в виде двух ударов. Вслушайтесь, как первый короткий подготавливает нас ко второму более плотному, сильному и продолжительному удару бочки. А закрепить рассмотренные нюансы поможет следующий отрывок, где после нарастающей по силе партии клавишных, отдаленно напоминающей своим ритмом бег скакуна в какой-нибудь театральной сценке, мы должны с легкостью продолжить азартный ритм клавиш, не испытывая раздражающего торможения от соседних инструментов. Начнем внимание, что даже на партии клавишных становится понятно, как уже начинает разваливаться ритм. Партия представляет из себя триоли, каждые три удара которых необходимо уместить в одном отсчете времени. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но с каждым мгновением руки музыканта все медленнее и медленнее умещают эти три нажатия в один счет. Происходит как бы растяжение времени, отчего раз и щелчок пальцами уже не звучат синхронно. И наши раз, два, три начинают отставать от щелчков пальцев. Теперь послушайте MC-картридж. Природа извлечения звуков, понятная скорость нажатия клавиш относительно других инструментов, отчего получаем четкий ритм и желание топать ногой и кивать головой в такт.
Дорогие друзья, я настоятельно рекомендую разобраться в данном вопросе и не откладывать его в дальний ящик. На основе понимания ритма открываются невероятные возможности понимания работы всевозможных розеток, вилок, подставок под провода, плохо спроектированных разделительных фильтров и труб фазоинверторов и других аудиоаксессуаров. Не забывайте, что это пригодится и в правильной оценке звучания вашей аудиосистемы и ваших друзей. Научившись понимать природу создаваемых инструментами звуков, вы сильно удивитесь, как много вокруг отвратительно звучащих стереокомплектов, порой стоящих целое состояние. На этом первая часть сравнения MM и MC головок подходит к концу. Я детально изучу представленные в этом видео аудиозаписи и в следующей части расскажу про длительности и окончания, которые также являются неотъемлемой частью ритма. Чистого вам звука и правильного ритма. Всем пока!